Всем привет, это канал Ферма для себя. Меня зовут Стас, и мы находимся возле нашего крольчатника. Сегодняшнее видео будет посвящено именно кроликам. Я хочу поделиться своим опытом их выращивания, ответить на некоторые вопросы, сколько кролик кушает, как за ним ухаживать и сколько времени это занимает. Покажу, как устроен наш крольчатник. Расскажу про наших кроликов. Также посмотрим, что они кушают, долго ли за ними ухаживать и можно ли разводить, приезжая на дачу раз в неделю. А также хочу показать на личном примере, как количество рожденных крольчат влияет на их размер. Для начала расскажу про крольчатник. Строил я его весной. Это был март. И у меня есть отдельное видео, как я его строил. Здесь все просто. Реечный пол, сетки. Есть сенник, и также я выбрал ниппельное поение, чтобы кроликам хватало воды ровно на неделю, даже с небольшим запасом. Снизу у меня установлены поддончики, в которые я засыпаю опилки, и каждую неделю я у кроликов убираюсь. Когда крольчатник уже был построен, то мы приобрели 4 кроликов. Это кроллы и 3 крольчихи. Мы не стали выбирать чистопородных, так как это первый опыт, и чтобы все не запортачить, мы взяли самых дешевых и не так далеко от нас. Каждый нам обошелся по 300 рублей за месяц жизни. Это средняя цена беспородных кроликов по Ленинградской области. Здесь есть части от бабочки и от панона. Все, в общем, вперемешку. Кролики у нас дворянских кровей. На данный момент прошла ровно неделя, как последний раз я здесь убирался, и сейчас как раз покажу момент, сколько времени затрачивает это все и что необходимо делать. По приезду необходимо осмотреть каждого кролика и каждую клетку на наличие грязи. Вот у этой крольчихи клетка абсолютно чистая. Посмотрим, что творится у крола. У крола тоже не так грязно, но немножечко вот какашек остается по краю. Они забиваются вот на эту доску, и надо бы их убрать. Для очистки я использую такую сметку и шпатель, если что-то налипло. Все стараюсь скидывать в нижний лоток. Вот здесь у нас залипло, и приходится немножко поработать. Кто-то любит ходить в туалет у входа, кто-то в дальний угол. Но у всех это один определенный угол клетки. Вот грязь собирается очень часто из-за пуха, который летит с кроликов. Потом это все налипает и собираются колтуны. Также с комбикорма, с кормушки сыпется вот такая мука, которую кролики не едят. Снизу сделаны специальные отверстия, чтобы вот эта мука высыпалась. Это также мы все убираем. Ну вот, не идеально, но почище. Здесь у нас живет крольчиха с крольчатами, и у нее установлен маточник. Маточник я собирал из USB, размеры брал в интернете, но там все просто 35 на 35 и длина 50. В зависимости от породы, если это крупные породы кроликов, как великан, то, конечно же, маточник должен быть побольше. Но этого вполне достаточно. Так как клетки у нас не очень большие, то маточник решил сделать съемным. И как только кролики подрастут, то его можно будет убирать. Это где-то через 45-50 дней после их рождения. Крольчиха съела все, что можно, и после этого она уже вряд ли будет грызть. Уходи! Что ты хрюкаешь? Уходи! Все, я почти прибрался. Когда клетки почищены, то надо обязательно проверить все поилки на наличие мусора. Иначе вода будет застаиваться и портится.
нахуй. Вот столько крол накакал ровно за неделю. А вот столько какает многодетная мать за неделю. Тут где-то, ну, ведро точно есть чисто навоза. Когда каждая клетка почищена, то остается только очистить лотки от навоза и вывести это все в компостную кучу. Беру лавку, вытаскиваю ящик и выкидываю в тележку, а потом вывожу в компостную кучу. Я стараюсь убрать мокрую подстилку, чтобы это все не гнило и не воняло. А если остается сухая часть, то распределяю по ящику и добавляю необходимое количество опилок. За неделю с 4 кроликов набирается целая тачка навоза. Клетки вычищены, навоз вывезен, и теперь необходимо заполнить каждую кормушку комбикормом. Кролики едят комбикорм по-разному. Беременная крольчиха ест половину кормушки за неделю, а кролу хватает этой же кормушки на 3,5 недели. Если взять в пример кормящих крольчих, то вот этой хватает кормушки недели на 1,5, а многодетная мать у нас съедает кормушку за неделю полностью, подчистую. Сейчас мне необходимо насыпать каждую практически с горкой, чтобы им хватило до следующей недели. Я беру комбикорм Purina. Он не про экономию, стоит где-то 47 рублей за килограмм. Все начиналось с 2 мешков, а сейчас приходится привозить по 5. У меня есть такая банка, сюда я пересыпаю остатки из пакета, если там, ну, остается буквально немного. С нее тоже очень удобно усыпать. Вот только насыпала, и уже молодая мамка подъедает. Да? Вкусно тебе? Помимо комбикорма, каждый кролик раз в неделю получает по сухарику. Иди-ка сюда. Часто сухарями кормить нельзя, а вот раз в неделю, как лакомство, можно дать. Слышно, как все грызут. Помимо сухарей, я кроликов по выходным еще стараюсь кормить одуванчиком. Сначала я собираю на участке все, что у нас осталось после покоса
беру молодые листики, а потом, когда наберется необходимое количество, я немного их обвяливаю, чтобы не было росы и кролики не продрыстались. В принципе, в комбикорме всего этого хватает, витаминов, но разнообразие, мне кажется, для качественной жизни все-таки нужно. Ну и плюс кроликов у нас еще не так много, поэтому каждому можно уделить внимание. На сбор одной корзинки уходит, ну, где-то минут 10. Единственное, сразу не даю. Рассыпаю куда-нибудь на солнышко, если погода позволяет. И обсушиваю. Потом уже, когда одуванчик чуть-чуть подвялится, можно давать кроликам. Ну вот о всех процессах ухаживания за кроликами я и рассказал. В принципе, ничего тут сложного нет, и держать их, приезжая на дачу раз в неделю, вполне возможно. Единственное, не сказал, что также каждую неделю я меняю им воду в бочке, чтобы она была посвежее. Ну, тут само собой. Ну и остался последний момент показать наших крольчат и разницу в их размерах от того, вот сколько их родилось. У одной крольчихи серой их родилось 4, а у белой 16. О чем я вначале и говорил, что это не всегда хорошо, когда крольчат очень много. И сейчас покажу для сравнения. Я уже взял ведерко с собой. Положу крольчат в ведерко, а потом посмотрим. Ну-ка, малыши. Раз. Два. Не стал доставать всех, потому что ведра бы не хватило. Всего крольчиха родила 16 штук. Она их не тянула. Мы убрали 5, осталось 11. Этим кроликам 2 недели. Вот такие малыши. Крольчатам около 2 недель. Что мне нравится в беспородных кроликах, то ты никогда не узнаешь, какого цвета она принесет. Тут много сереньких, есть черненький, также несколько беленьких там попадается. Вот еще один для коллекции. Все разные. И что самое интересное, я сейчас покажу для сравнения крольчат, которые родились на день позже. Вот так выглядят для сравнения разные крольчата. Вот этот родился позже вот этого. Практически в 2 раза крупнее. Поэтому, да, не всегда хорошо, что крольчиха приносит очень много крольчат. Если бы это было 7-8 штук, то это было бы гораздо лучше. Малыши очень любопытные, вылезают из гнезда. Уже начинают интересоваться клеткой. Пора их возвращать домой. Вот еще тут 3 штучки повылезало. Толстяки. Давайте все домой. Ну-ка в дом. А ну домой.
Здорово, конечно, за ними наблюдать спустя неделю. Они очень-очень быстро растут. Неделю назад я осматривал гнездо, и они были прям совсем маленькие. Тут всего 4 штучки. Ну-ка, красавцы мои. Ой, даже не... Вот это что за гигант. И он на день позже родился, чем те малыши. Это крольчата от крольчихи, которая 4 родила. 2 черненьких и 2 желтеньких. Хотя родители оба серые. Одинаковые окраски. Ну вот что вышло, то вышло. Даже посимпатичнее, чем родители. Особенно вот этот. Какой красивый. Цвет у него такой желто-палевый. Бан. Вот они, 2 красавца каких. На этом видео про кроликов заканчивается. Обязательно подписывайтесь, если вам интересно. Ставьте лайки и пишите комментарии. Всегда приятно почитать, побеседовать и ответить на ваши вопросы.